Ну, добрый день, мы тогда можем уже начинать Да, курс по статистике. Александр Александрович Яковлев расскажет нам премудрости статистических методов. Ваше большое слово. спасибо за благословляющее вводное напутствующее слово. Да, я старалась. Молодые люди, значит, мое видение этого курса таково, что записывать ничего не надо, надо слушать и запоминать. Записывать, конечно, вопросы, комментарии, соображения, которые потом озвучить в моем присутствии, это, разумеется, можно и нужно. Сам курс, он сделан просто как конспект лекций. Я буду его читать по мере надобности, рассказать вам. Вы по мере надобности можете его открывать и читать сами, восстанавливая в памяти, что вы прослушали. И несколько слов, наверное, предпослать необходимо пред началом, что это такое. Статистика, конечно, для любого, кто с ней соприкоснулся, область полубесконечная. Охватить ее однодневным курсом не получится. Ну, то есть это меня извиняет в том смысле, что, конечно, информации здесь не хватит. Практически у каждого из вас, я так полагаю, у каждого из вас есть потребности каких-то статистических методов, каких-то подходов, какие-то вопросы необъясненные, которые в этом курсе вот прямо сейчас освещены не будут. Ну, просто потому, что специфика работы и специфика области статистики такова, что очень много чего в ней есть. Есть вопросы и подходы, очень много разного. От вас мы ожидаем, конечно, чтобы вы то, что не понимаете, конечно, спросили. Но то, что в курсе все это будет, наверное, не всегда. Здесь только самая важная информация, как мне кажется, как вам относиться к этой области. И здесь еще одно важное обстоятельство, на которое я при подготовке курсов обращаю внимание. Совсем скоро каждый из вас или уже станут рецензентами статей в тех журналах, в которых вы сейчас публикуетесь. Работа рецензента предполагает тщательную проверку, в том числе статистических методов, использованных в статьях. И здесь мой курс, я надеюсь, будет тренировать в вас эти качества. Качество рецензента, когда вы можете посмотреть статью, даже не совсем по вашей тематике, но уже по набору статистических использованных методов, увиденных картинок, уже делать свои выводы. Ну, это, разумеется, я бы хотел, чтобы это качество было более широко вами понято, так скажем, отличать результаты поддельных выборов от настоящих, результаты, там, не знаю, случайных ошибок в работе вашего аспиранта от того, что на самом деле, и так далее. Взгляд на вещи со статистической точки зрения и там, где можно, применение его на практике. И это в первую очередь работа рецензента. Но, безусловно, сам курс, он и задуман был на то, чтобы вы знали статистику, и это должно понравиться вашим научным руководителям. Наверное, это первое, а вот насчет рецензента это второе. Ну вот, хотелось бы теперь начинать. Программа iBrain и Институт высшей нервной деятельности сегодня начинают небольшой интенсив по биологической и медицинской статистике, и начнем мы с самых-самых азов. Не надо думать, что эти азы настолько очевидны, что их необходимо, нет необходимости повторять. К сожалению, нет. Очень часто мы видим путаницу. И путаницу не только в рядах, в умах, в рядах молодых сотрудников, но и среди достаточно опытных старослужащих, которые не всегда понимают, может быть, какие-то даже принципиальные отличия. Поэтому, чтобы ничего не пропустить, я постараюсь вот эту вот самую базовую основу проговорить на всякий случай. Если это вам поможет и в чем-то сориентирует, и более того, как-то вам в вашей личной работе сможет быть помощью, будет только замечательно. Итак, несколько типов данных, которые встречаются постоянно в области биологии, медицины, психологии и других смежных областей, и каждый из этих типов данных требует специального к нему отношения.
Здесь я говорю, вот это самые как раз основы, которые, к сожалению, иногда ускользают от внимания. Пожалуйста, обратите на это внимание. Номинальные данные, они же категориальные. Это то, что мы не можем никаким образом распределить по какой-то внутренней шкале. То есть мы можем присвоить каждой категории, с которой мы встретились, какой-то номер, 1, 2 и так далее, но это ни в коем случае не будет отражением порядкового расположения этих переменных. У нас есть хорошие примеры для номинальных данных, они всегда встречаются в любой деятельности любого аспиранта, научного сотрудника, такие как пол, национальность, скажем, литературный жанр и так далее. Не надо путать, даже если в статьях это каким-то образом обозначено 1, 2, 3, не надо путать, это данные не количественные, не порядковые, а номинальные. Они просто обозначены числом. Частный, совсем частный случай, например, пол мужской и женский, это бинарные данные. Они номинальные, они же категориальные, и в этом конкретном случае бинарные данные. А вот теперь порядковые. Порядковые данные могут быть отранжированы по какой-то шкале от начала до конца. Но интервалы между величинами на этой шкале не могут быть измерены. Порядковые данные располагаются по возрастанию по какой-то осмысленной шкале. Но если расстояние в числовом эквиваленте между единичкой и двойкой, двойкой и тройкой, тройкой и четверкой одно и то же и всегда единичка, то между порядковыми данными, обозначенными 1, 2, 3 и так далее, не просто нет одинакового расстояния между единичкой и двойкой, а в принципе эти расстояния зачастую неизмеримы. Ну, например, частный случай – это ранги. Когда мы присваиваем ранги, самый высокий в классе, первый ранг, чуть пониже второй ранг, еще ниже третий и так далее. Ранговые шкалы очень часто встречаются в биологии, медицине, психологии, и это порядковые данные. Все психологические шкалы, зачастую медицинские шкалы, оценки, вот скажем, уровень образования и так далее, это порядковые шкалы. Интервальные данные – это очень хороший пример. Они уже почти количественные, но чуть-чуть им не хватает для того, чтобы полноценно с ними мы как с количественными обращались. У них в этом случае есть разумные интервалы между двумя значениями. Эти значения могут быть измерены, но единственным отличием, как отмечают для нас статистические учебники, является отсутствие истинной точки 0 на шкале, по которой эти данные измерены. Они имеют, разумеется, разумный, осмысливаемый порядок от большого к маленькому, и эти интервалы могут быть количественно измерены между 1 и 2, 2 и 3. Ну и здесь мы видим, что это такое. Например, температура, например, значение IQ теста и так далее. Здесь в этих шкалах 0 не определен, и значения по этой шкале четко определяются. Сама шкала называется интервальной. Ну и дальше последнее, что мы имеем, с чем мы имеем дело в этих всех биологических, медицинских, статистических, психологических исследованиях, это наши рациональные данные, рациональные, количественные, числовые. Здесь есть исключительно шкала, по которой действительно можно измерить интервалы между всеми значениями. Ну, рост, вес и все остальное, активность ферментов, электрофизиологический ответ в милливольтах и так далее. На этой шкале присутствует настоящая точка 0. Вот все, что в основном мы видим и количественно можем измерять, это данные количественные. Почему столько слов на эти 4 типа данных, которые, может быть, искусственно даже введены? Да вот потому, что жирным шрифтом выделяю и голосом постараюсь проинтонировать анализ данных, которых мы предпринимаем для каждой конкретной шкалы типа данных, он отличается. Не все
статистические методы, подходы, тесты, разработанные для количественных данных, применимы для данных в остальных шкалах. Это вот этот момент очень часто вызывает сумятицу и путают его даже очень серьезные журналы в серьезных статьях на очень высоком уровне. Ну, надеюсь, вы этого избежите. Дальше мы можем нашей шкале приписать такое свойство дискретное или распределенное. Если дискретное, то мы среди всех величин можем только какие-то конкретные увидеть в наших данных 1, 2, 3. А если у нас настоящее рациональное число, то, разумеется, это может быть любое. 1,2, ну и так далее. То есть здесь уже, несмотря на то, что и те, и другие это рациональные, все-таки иногда они дискретные, а иногда по-настоящему такие рациональные числа. Часто в статистике, да, всегда для тех людей, кто занимается обработкой результатов, есть необходимость обозначить, что же такое объясняющая переменная и что такое объясняемая переменная. Вот здесь мы и видим. Та переменная, за которой мы наблюдаем, которая определяет ответ системы на какие-то воздействия, которую мы сравниваем между группами, но это и есть объясняемая переменная. Response variable. Объясняющие переменные – это то, за счет чего мы хотим объяснить поведение нашей объясняемой. Ну, наверное, это тоже понятно, просто иногда, если четко не обозначить для себя хотя бы в голове, что мы объясняем за счет каких переменных, может в очень сложных, зачастую статистических анализах произойти некоторая путаница, и мы наши объясняемые переменные объясняем другими нашими объясняемыми переменными. Или наши объясняющие переменные объясняем другими нашими же объясняющими переменными. Здесь надо просто четко для себя знать с самого начала. Ну, это, я надеюсь, тоже не проблема. Связью между переменными являются очень часто распространенные методы, например, корреляционные, регрессионные. Все это в широком смысле называется связью между переменными. И здесь очень важно подчеркнуть, что здесь, когда мы говорим о такого рода связи, мы не говорим, да и вообще в статистике мы стараемся не говорить о причинно-следственной связи. Даже если переменные связаны, они связаны в математическом, статистическом смысле. Не надо, и я думаю, что вы тоже понимаете, что это распространенная ошибка. Не надо математической связи придавать силу причинно-следственных закономерностей, ну и об этом написаны горы литературы. Самое смешное – это то, что встречается на просторах интернетов про корреляции. То есть корреляции мы можем построить практически всего совсем, качественные или количественные, увидеть совершенно невообразимые вещи, как причинно-следственные, они, естественно, не могут быть предметом изучения вообще. Это совершенно случайность. Это никакого отношения к причинно-следственным связям не имеет. Ну, то есть я имею в виду, не знаю, число гнезд аистов и число детей, рожденных в этой местности. Это естественно, это просто прототипичный пример из учебников статистики, все это знают. Если глубоко об этом подумать, это было сделано работа, там, скажем, в Берлине и его окрестностях, если глубоко подумать, то причинно-следственные связи, конечно, есть. Просто в городе аисты не селятся, и рождаемость там меньше. Но в силу совершенно других причин. Не потому, что там аисты не селятся. И именно это я и обращаю, вот на это я и обращаю ваше внимание. В широком смысле никакая регрессионная корреляционная зависимость не является подтверждением причинно-следственной связи. Об этом тоже надо помнить. Таблицы сопряженности. Это самый распространенный способ представления двух категориальных переменных. Ну, пол, образование, доход. Ну, не знаю, любое значение может быть в медицине, в психологии по какой-то шкале, категориальное, да, присвоенное человеку. Это
Зачастую вот для таких категориальных переменных таблицы – это то единственное, на что мы статистически можем опираться при поиске каких-то закономерностей и отличий. Ну, а выглядит эта таблица так, что в каждой ячейке таблицы на пересечении столбца и строки находится число, которое соответствует, то есть, скажем, мужчин с высшим образованием, женщин с 2 детьми и более и так далее. Абсолютно категориальная вещь – это, соответственно, анализ, только тот, который позволен для этих переменных. Здесь, наверное, больше интереса представляет для психологов каких-то полевиков, людей, исследующих большие закономерности реального мира, не ставящие эксперименты в лаборатории. Но опять же, возвращаясь к основной мысли, возможно, вы будете рецензировать статьи или работать вместе бок о бок с людьми, которые выполняют такие исследования, тогда просто иметь представление о том, как называется то, чем они занимаются. Обсервационные исследования – это как раз и то и есть исследование, когда какие-то процессы, происходящие без нашего вмешательства в природе, да, скажем, подвергаются изучению, наблюдению, статистическому сравнению. И противопоставляется здесь экспериментальное исследование. Это когда сам исследователь, ну, в большинстве случаев вот то, что происходит в лабораториях института, сам исследователь проводит какое-то экспериментальное воздействие, он назначает группы, какие воздействия он сам будет делать, определяет в эти группы экспериментальных животных и так далее. Подходы тоже между обсервационными и экспериментальными исследованиями, конечно, немножко различаются. Опять же, если мы хотим по-настоящему делать заключение о причинно-следственных связях, то никакое обсервационное исследование нам в этом помочь не сможет. Это может быть такое несколько категоричное исследование, и существуют вариации мнения на эту тему. Но только эксперимент, когда вы исключительно сами меняли в произвольном вам известном порядке воздействия, скажем, на экспериментальных животных, может служить для того, чтобы выявить причинно-следственную связь. Наверное, вот так обстоит дело. Опять же, в зависимости от тех исследований, обсервационных, которые вы читаете в журналах медицинских, психологических, где-то делаются заключения о причинно-следственной связи. Не хочу вас полностью здесь разочаровывать. То есть везде нужно смотреть внимательно за тем, что было сделано. Возможно, в каких-то случаях вам это покажется правомерным. Наличие заключения о причинно-следственной связи по обсервационным данным. Но хочу сказать, что это в любом случае не правило. Нельзя вот ко всем исследованиям, за которыми мы просто наблюдали, применять категории причины и следствия. Видите, это у нас уже даже немножко не статистика, а вот такой общий способ отношения к результатам. Ну, это важно. Несколько слов о том, какие бывают, скажем, социологические опросы. Не то, чтобы я думал, это вам сильно важно, но, опять же, общее представление, мне кажется, иметь нужно. В любом опросе имеется в виду, что вы какой-то взяли выборку из своей популяции и собрали данные интересующих вас показателей по этой выборке. Бывает простая случайная выборка. Бывает кластеризованная случайная выборка. Простой вы просто подошли и спросили у заданного числа людей на улице, задали какой-то вопрос, получили ответ. В кластеризованной вы разбили весь свой массив изучаемой популяции на несколько кластеров, там, скажем, студенты, пенсионеры, работающие матери и так далее, и в каждом из них провели по случайный опрос среди N субъектов.
Если мы разделили по нескольким группам, то стратифицировали, ну, скажем, по уровню дохода, самый низкооплачиваемый, средний класс, высокий оплачиваемый, то это называется стратифицированный. И в каждой из этих страт мы провели свой вот этот опрос социологический, то в целом это называется стратифицированный случайный опрос, случайная выборка стратифицированная. И какие бывают виды, обычно используемые в той же психологии, ну и на самом деле нередко в медицине. Персональное интервью, когда пациент на приеме, доктор его расспрашивает, это вот оно и есть. Интервью телефонное или высылаемые зачастую по почте, зачастую оставляемые в каких-то присутственных местах, опросники, которые люди заполняют и посылают, отправляют другим каким-то способом исследователям, которые уже делают из этого выводы. Важно отметить, опять же, и это ценится, в всех серьезных медицинских журналах есть, безусловно, есть разделение на ретроспективные и проспективные обсервационные исследования. И методы там даже разные применяются. И ценности в зависимости от исследования у статьи могут быть другие, разные, изменяться. Это такие неэкспериментальные исследования, ну, мы уже говорили об отличии. Ретроспективное смотрит только за тем, что уже было на момент проведения исследования. Все данные, которые нас интересуют, уже получены. Проспективное в этом смысле наоборот определяет группу, в данном случае она будет называться когортой, людей, скажем, или скажем, в полевых исследованиях животных каких-нибудь, и наблюдает за ним в будущее. Проспективное, то есть в будущее. Ретроспективное, смотрим только назад. И да, естественно, что так как мы выбрали когорту, иногда просто когортное исследование – это и есть синоним проспективных. Но в принципе это проспективное когортное исследование. И отличается оно от ретроспективного. Одной из разновидностей является случай контроля, кейс-контрол стадий. Это очень распространенно в медицине, когда, скажем, каждому пациенту, подверженному какому-то воздействию, подобрали подходящего по полу, возрасту, месту проживания, доходу, не страдающего этой же болезнью человека, который тоже подвержен каким-нибудь условиям внешней среды, влияние которых хотелось бы экспериментатору исследовать. Очень популярная и применяется, ну, относительно популярная, применяется в случае ретроспективных обсервационных исследований. Бывает так, что один и тот же человек попадает в две группы, и в кейс, и в контроль. Ну, в разных ситуациях, естественно. То есть, например, когда человек сначала пропил лекарство, а потом, через какое-то время, он, попав в этот же эксперимент, уже пропил плацебо вместо лекарства. Это тоже определенный, может дать определенную информацию исследователю. И, конечно, тоже такие исследования происходят. Вот не надо к этому относиться как к чему-то необычному или неправильному статистически. Нет, там все законы статистики, если так можно сказать, выполняются. Здесь, ну, мы кратко с вами подытожим то, что уже было сказано. Есть такое понимание, если у вас есть понимание когортного исследования, проспективного и ретроспективного, для вас никаких сложностей с тем, чтобы разобраться, что такое кейс-контроль, никаких сложностей нет. Но вот этот слайд просто как случай напоминания вам, вдруг когда-то что-то нужно. Отдельного упоминания стоит очень популярное в, скажем, психологической медицинской литературе шкалирование, тот тип шкалирования, который называется шкалами Ликерта. Этот человек просто ввел в обиход такую шкалу, по которой человек выражает свое отношение к происходящему или отвечает на какой-то вопрос
И ему предлагается на выбор, скажем, вот таких 5 вариантов ответа. От полностью поддерживаю до совсем не поддерживаю. Это классическая ординальная порядковая шкала. Здесь 1, 2, 3, хоть и числа, между ними расстояние не то же самое, естественно, да, между 1 и 2, между очень согласен и согласен, не то же самое. Ни в каких, во-первых, ни в каких линейках не измерить, что это за расстояние. И, конечно, даже если как-то измерить, никакого шанса, что оно одно и то же, между согласен и не согласен, не существует. Ну, поэтому мы сейчас с вами как раз вот видим, как иногда люди, даже вот подкованные в этой области, все-таки могут принять эту шкалу за некое подобие количественное. 1, 2, 3, 4, 5. Этого делать не стоит. Скорее всего, рецензент журнала или ваш научный руководитель или ваши товарищи будут очень скептично относиться, скептически, к тому, что вы сделали. Это шкала порядковая. Методы, которые мы здесь применяем, порядковые. Это не то же самое. И то, что здесь будет можно использовать из статистических методов, это, скорее всего, не параметрические методы. Это группа методов, мы, конечно, об этом будем говорить, но вот отличие от параметрических, непараметрические не подразумевают в большинстве случаев рациональных чисел в ответах. Ну вот это сейчас на слайде в написанном виде, то, что я попытался сказать словами. Вот, опять же, иногда такое происходит. Мне кажется, что в основном отношение рецензентов, скажем, журналов скептическое к тому, чтобы ликертовские шкалы относить к каким-то, кроме как порядковым. Но иногда такое встречается. Не будем сейчас, наверное, оголтело критиковать в каких-то ситуациях, наверное, как-то это можно объяснить, и авторы это объясняют своим читателям. Но в целом, опять же, если вы относитесь вот в целом по области, этого делать не надо. Это одна из заметных ошибок, которая подчеркнет, что вы, в общем, здесь немножко не додумали статистический метод, статистический подход, который применяете. Опять же, ликертовская шкала – это не только 5 вариантов ответа, да, может быть 7, может быть 9, может быть 3. 5 – это популярный вариант в силу уже особенностей, наверное, психики человека, потому что 5 ответов, да, дать. Если будет 7 и больше, то уже вероятность дать крайние точки, а первую и последнюю ответа, они будут уже малы. Но это тоже ликертовские шкалы, и иногда до 10. То есть то, что мы говорим нечетное число, чтобы была серединка, не обязательно. Для некоторых шкал это тоже будет такая же шкала порядковая. Можно взять там десятку, скажем, хорошо известную нам по категориям нашего окружающего мира. 5 пальцев, 10 пальцев и так далее. Вот так, если мы так построили шкалу, 1, 2, 3, 4, 5 и обозначили от великолепно до неудовлетворительно, то шкала является разновидностью ликертовской и называется зачастую семантическая дифференциальная шкала. Ну и здесь мы понимаем, что речь идет о том же самом. Просто если вам в литературе встречается такое название, это означает просто некое имя собственное название для подвида одного из порядковых шкал в медицинской или психологической литературе. И здесь тоже очень часто берут не 5, а 7, 9 или, на, скажем, четное число 10 вариантов ответа. Для того, чтобы провести хороший социологический опрос, так скажем, не знаю, кому-то это прям важно сейчас насущно из аспирантов, кто-то психологически такие работы ведет с людьми.
Ну, тем не менее, будете, мне кажется, подкованы и сможете оценивать, наверное, по достоинству статьи, которые вы берете в литературе, ведь, наверное, в литературе-то вы встречаетесь с такими. Нужно четко обозначить для себя популяцию, в которой вы будете проводить исследования. То есть это, там, скажем, москвичи, пациенты 12-й городской больницы, пенсионеры Северо-Восточного округа и так далее. Но просто для себя это должно быть четко определено. Если вы в статье видите, что люди этого не сделали, а написали, в общем, целью нашей популяции было взрослое население Евразии или, скажем, Российской Федерации, ну, скорее всего, они сделали, наверное, что-то не то. Слишком сильно обобщили. Тогда пристально смотрите, что же на самом деле они сделали, какие методы были применены, какие были усилия предприняты исследователем для того, чтобы вся интересующая популяция была отражена в вопросе. Это должно быть специально обозначено в тексте публикации. Без этого очень сложно понять, как люди, например, те, кто не выходит из дома или работают в ночную смену или еще каким-то образом недоступные для опросов на улице, как они, как их интересы были отражены в результатах данного исследования. Соответственно, это тоже должно быть отражено либо в популяции, которую изучали, либо в методах, которые были специально придуманы для того, чтобы все исследуемые группы населения включить в выборку. Обязательно использование, конечно, рандомизации каких-то вариантов выборки, какие-то, например, вот как иногда случайные номера телефонов набираются, какие-то случайные числа выбираются из барабана, и в соответствии с этими номерами людей в торговом центре опрашивают, ну и так далее. Элементы рандомизации – это тоже на что стоит обращать внимание при чтении статьи на такую тему или на похожую. Обязательно он должен быть описан. Если этого нет, опять же, к статье, к публикации вопроса и подозрения. Ну, искажения какие-то бывают, естественно, и статья хорошая признает, что у них есть искажения в выборке, ну, потому что до кого-то нельзя теми методами, которые авторы используют, просто его мнение нельзя никак получить, например. Да? Ну, статья, в принципе, признающая это, достойная статья, просто надо понять, как люди себе это представляют, и для себя сделать соответствующие выводы. Но кое-что здесь зависит и от экспериментатора. Очень часто встречающаяся проблема – это плохо сформулированные вопросы, например, при социологическом опросе. Люди зачастую их не понимают или не понимают неправильно. Отдельная область валидация того, что написано, и, естественно, в хорошей статье определено четко, как были вопросы созданы, как они проверены на понимаемость в группах и так далее. Это как бы ответственность экспериментатора. Даже если вы переводите, скажем, американский опросник на русский язык с американского, вам обязательно нужно будет провести какой-то вид валидации и об этом в статье написать. К сожалению, это дополнительная работа, но это так устроено, иначе просто думаю, что ваши коллеги, рецензенты журнала, возможно, вас не поймут. Это надо доказывать отдельно, что вопросы вами сформулированы, понимаются людьми правильно. Ну и есть такое искажение, конечно, статистическое. Ну, отказываются люди отвечать на какие-то вопросы. Тоже здесь нужно и выбирать, соответственно, людей, которым эти вопросы задавать, и вопросы так, чтобы это не было оскорбительным для каких-то групп населения. Ну, опять же, в тексте хорошей статьи об этом, обо всем есть. Прочитав несколько хороших статей в приличных журналах, уже ни у кого из вас не будет сомнений, как надо правильно описывать такие вещи. И, собственно, какие же искажения бывают в реальных социологических опросах, например. Не случайная выборка. Если вы стоите
там на крыльце университета своего, то вряд ли вы можете претендовать на то, что выборка ваша отражает все взрослое население Москвы. Это-то, конечно, понятно, но иногда люди себе в этом неправильно отдают отчет. То есть в торговом центре тоже свои искажения, там пенсионеры там только с утра, а богатые люди там не ходят, ну и так далее. Любой способ, который вы выбрали, если вот он здесь, ну, специально вы об этом не подумали, да, не запланировали, то вот это как раз и есть искажение того, что вы выбрали не случайную выборку. То есть любую выборку, которую вы имеете перед глазами, там, скажем, на улице, возможно, она не случайна здесь. Это надо иметь в виду. Ну, некоторые, ну, то, что мы с вами уже проговорили, люди бывают, что не отвечают или дают некорректные ответы, или лгут. И это возможно из-за того, что вы неправильно сформулировали, естественно, вопрос, или так, каким-то образом оскорбительно для человека, скажем, его сформулировали. И в этом случае человек, может, предпочтет солгать, и вы выдадите совершенно некачественный статистический продукт. Вот это отдельно, это всегда присутствующая в социологических исследованиях проблема, и посвящены отдельные исследования, отдельная литература. Об этом каждому из нас просто нужно помнить, по крайней мере, вот при знакомстве с такими исследованиями, с такими данными, конечно, обращать на это внимание. Но и здесь тоже надо было капсом выделить жирным шрифтом. Конечно, большой объем выборки вообще не является гарантией непредвзятого исследования. То, что у вас много, это может быть много неправильно подобранных людей. Они не отвечают вашей популяции, не отвечают целям, поставленным вами в исследовании. И на самом деле являются просто тратой времени и денег экспериментатора. Ни в коем случае это не синонимы. Большой образец, большой объем выборки, даже при катастрофически огромных десятках тысяч людей, что сейчас сплошь и рядом встречается в литературе, при неправильном подходе к подбору всех условий проведения опроса является просто мусором статистическим. К сожалению, это тоже наша реальность современная. И здесь отдельно выделены два способа вот прям плохого подхода к выборке, к тому, чтобы как проводить выборку. Это просто выборку, которую интервьюеру проводить удобно. Ну, как вот студент, вставший на крыльце собственного университета, как ординатор, вставший на крыльце своей больницы. Это, естественно, не репрезентативные выборки ни в коем случае. И то же самое, когда вы... Есть такая ситуация, когда вы, например, предлагаете кому-то какие-то, скажем, блага материального мира за то, что к вам этот человек придет, и вот вы-то его и опросите, и все про него узнаете. Это известное, конечно, искажение, потому что приходят к вам тоже не случайные люди, а именно какие-то, у которых есть к этому склонность, и они не являются репрезентативными для всей выборки. Вот два вида искажений, которые способны полностью угробить ваше статистическое исследование. Это проведение исследования интервьюером там, где ему удобно, и полагаться на людей, которые пришли к вам по объявлению. В хорошо спланированном эксперименте, в отличие от социологического опроса, есть свои стандарты качества, свои вещи, на которые стоит обратить внимание, тонкости и особенности. В любом эксперименте, ну как в хорошем, да, в хорошем эксперименте всегда есть контрольная группа сравнения. Возможно, таких групп даже несколько. Есть группа положительного контроля, отрицательного контроля. То есть те, которые продемонстрировали полный отклик на ваше воздействие,
и те, кто не продемонстрировал никакого отклика на ваше воздействие. Опять же, в любом хорошем журнале вы без труда найдете статьи, которые, ну, в смысле, вот, собственно, в хороших журналах эти статьи и есть, где правильно подобраны контрольные группы, их несколько. Для каждого эксперимента вполне возможно своя контрольная группа. Это, конечно, удорожает эксперимент. Это увеличивает число людей, вовлеченных, и время работы, но тем не менее это отличительная черта хорошего эксперимента. Также, безусловно, это даже, наверное, не проговаривается в экспериментальных статьях, хотя очень часто, по крайней мере в последнее время, мне приходится видеть анкетки, заполненные авторами очень приличных журналов, где есть пункт рандомизация, как она была проведена. То есть, несмотря на то, что подразумевается, естественно, что каждый из вас случайно определил животные в разные группы экспериментальных воздействий, это очень полезно зачастую прописать в явном эксплицитном виде. И вот, скажем, табличка в таких журналах, как Nature, она подразумевает, что вы и об этом подумали, и потом, как автор заполняя, пишите, как была проведена рандомизация. Ну и по-хорошему обязательно должно быть исследование слепым. Очень часто исследование двойное слепое. Это когда тот человек, который руками делает эксперимент, не знает, что за группы перед ним. Ну, понятно, что это некоторым образом страхует от психологических предвзятых ошибок людей. И это принято обязательно тоже указывать. И принято, конечно, хоть какой-то элемент слепого исследования в своей работе вводить. Раньше, в принципе, требованием было для публикации в хорошем журнале то, что вы эту работу воспроизвели неоднократно. То есть репликация исследований, да, повторение. Сейчас, наверное, это не так. Не буду настаивать на том, что это обязательно нужно делать. Правда, потому что наука стала и с каждым днем все быстрее и быстрее развивается. Конечно, не всегда есть просто время и ресурсы на то, чтобы исследования воспроизводить. Но, скажем, если вам удалось в нескольких экспериментах воспроизвести результаты какого-то одного, то это, безусловно, совершенно другой уровень достоверности по сравнению с подавляющим большинством статей, с которыми вы сталкиваетесь в своей регулярной практике. Это относится к статьям престижным, к статьям не таким престижным, к статьям методическим, к статьям на животных, к статьям на людях и так далее. Воспроизведение, раньше это было более в явном виде как требование, сейчас это не требование, а пожелание, но вы должны, конечно, это, ну я понимаю, что вы это понимаете, воспроизведение результатов – это основной ключ к тому, что вы идете в правильном направлении. Несколько тоже в первую очередь в медицине востребованных понятий. Для нас здесь важным является встречаемость, распространенность заболеваний, которые здесь просто в виде небольших формул представлены. Очень часто, когда мы, ну, и в средствах массовой информации это встречается, вот что имеется в виду, да? Распространенность, встречаемость, очень простые математические формулы. Более сложные вещи, которые уже мы встречаем как раз на страницах, учебниках по статистике. И что тоже желательно перед началом своего исследования представлять. Распределение. Распределение описывает и является, собственно, синонимом того, как ваши переменные, как ваши объясняемые переменные легли, в какие диапазоны попали на всем диапазоне, в который они теоретически могли попасть. Вот как они распределились, вот оно и есть распределение. Таблицы частотности –
Это то же самое но распределение мы имеем в виду, наверное, в первую очередь графическое представление, а по таблицам частотности это действительно числа, которые в ячейках на пересечении столбцов и строк в какой-то таблице. И здесь, естественно, может быть очень много строк, сколько диапазонов, в которые могла попасть ваша исследуемая переменная, вот столько строк у вас в этой табличке и будет. Простое понятие математическая пропорция или доля, или относительная частота. Это то же самое число, попавшее в определенную категорию, в определенный диапазон значений, но отнесенное к общему числу случаев, к общему числу наблюдений, так, наверное, можно сказать. И в случае процентов это умноженное на 100, в случае доли это просто число от 0 до единицы включительно. Могут быть, иногда встречаются названия относительная частотность там, и так далее. Средняя это в данном случае и во всем тексте сегодняшнем, и в принципе то, что встречается в литературе, среднее это арифметическое среднее. Оно является суммой всех полученных вами значений, поделенное на число этих значений. Гораздо более интересной характеристикой выборки является медиана. Медиана – это величина, которая лежит посередине между всеми, посередине всего списка ваших наблюдений. То есть сколько значений у вас было получено, вы их отсортировали от большого к маленькому, и вот то значение, которое посередине, между ними, это медиана. Конечно, законы распределения медиан, законы распределения средних не совпадают. И зачастую методы подразумеваются разные для того и другого. Когда мы говорим про среднее, мы имеем в виду, что очень часто распределение такое больше похоже на нормальное. Для медианы принято характеризовать результаты исследований, в которых распределение далеко от нормального. Хотя это и не панацея, и более того, представление результатов, оно всегда на совести экспериментатора. Если у вас есть соображения, по которым даже при ненормальном распределении вы хотите представить на суд читателей среднее, пожалуйста, изложите эти представления, представляйте в виде среднего. Главное, чтобы это было понятно и мотивировано, объяснено, почему вы так делаете. Но, в принципе, еще раз, средняя – это характеристика более для распределения нормальных, а медиана для остальных случаев. Медиана – частный случай перцентилей. Конкретная перцентиль – это, скажем, 10-я, 20-я и так далее. Это такая величина, ниже которой лежит определенное число случаев. То есть 10-я перцентиль это означает 10% случаев ваших результатов, значений, которые вы получили в эксперименте, отсортировали от большего к меньшему. Вот 10% лежит ниже данного значения. В общем, тоже понятно и хорошо, как такие перцентили хорошо характеризуют вашу выборку. Даже никаких ограничений, нормально она распределена или нет. Перцентилями вы очень подробно, очень четко можете донести до читателя, до любого научного руководителя или до своих аспирантов, что же на самом деле получилось. Частные случаи перцентилей – это, конечно, квартили 1 и 3, Q1, Q3. А вторая квартиля – это как раз медиана. 50% значений лежат меньше этого. У первой квартили 25, а у третьей 75. Соответственно, интерквартильный размах – это расстояние, число, разница между Q3 и Q1. Тоже неплохо характеризует вашу выборку. Что было получено, насколько широко был представлен, насколько широко были представлены результаты. Понятно, что указать минимум и максимум не всегда правильно и не всегда корректно отражает то, что было получено вами в эксперименте или в обсервационном исследовании, потому что крайние значения, на то они и крайние, что у них
такая особенность, они выпадают из общего спектра полученных результатов. Соответственно, разброс между большим, минимальным и максимальным может быть большой, очень большой. А в этом смысле интерквартильный размах, в котором внутри интерквартильного размаха лежит сколько случаев между Q3 и Q1? 50. Ну да. Кому я читаю, вы очень подкованы. Я не сомневаюсь, что во многих областях, в своих, по крайней мере, с тем, с чем вы реально сталкиваетесь в жизни, вы лучше меня понимаете, о чем идет речь. Но просто нам нужно все-таки эти вещи проговаривать, потому что иногда все-таки бывает недопонимание, особенно на молодых сотрудников. Выброс – это такое значение, такое наблюдение, которое сильно выпадает или выше, или ниже основной массы ваших данных. Как же мы судим, что такое выбросы? Вот один из способов, очень распространенный, это вот таким просто взять интерквартильный размах, в котором лежит 50% наших случаев, умножить на 1,5, и точки, которые лежат на 1,5 интерквартильных размаха ниже первой квартиле или больше, чем на 1,5 интерквартильных размаха выше третьей квартиле, ну, вот получается, это наши выбросы. Очень часто этот метод применяется. Он не всегда такой действенный, как кажется. Ну, то есть разрабатываются специальные алгоритмы, которые не основываются на интерквартильных размахах, а основываются именно на подборе математической функции, которая описывает полученное исследователем распределение. И на основе этой функции определяется, что же является выбросом. Но в принципе для наших целей, наверное, вот такое, особенно в больших исследованиях, такой подход будет вполне законным, правильным, как мне кажется. При нормальном распределении, здесь у нас пометка, мы ожидаем выброс примерно 1 на 150 случаев. То есть выброс – это не просто выброс какой-то, чего мы, не знаю, не ожидали никогда, а мы в принципе при таком подходе, при нормально распределенных результатах исследования, каждую 150, примерно раз в 150 измерений ожидаем получения выброса. Вот такое, в общем-то, неинтуитивное, противоречивое заключение. Но здесь именно так все и устроено. То есть даже те точки, которые, в принципе, ваши и которые не являются выбросами, по некоторым методикам определения выбросов, таковыми являются и выпадают из общего числа наблюдений. Ну, наверное, нас должен утешать тот факт, что основная масса все-таки по средним, по медиане, по другим своим характеристикам распределения все-таки не отличается, даже если мы этот выброс элиминируем из рассмотрения, уберем. Классическим в настоящее время, мне кажется, является пятиточечное представление результатов в виде 5 точек, те, которые вы представляете, скажем, в научной статье. Это минимальная величина, первая квартиль, медиана, третья и максимальная величина. То есть, в принципе, вот этим в настоящее время принято характеризовать полученные вами результаты. Это, и, конечно, и к графическим относится способом представления, и в тексте. Иногда, если вам надо сохранить все-таки какую-то краткость изложения, лаконичность, то, наверное, минимум-максимум я бы вам советовал не брать, а показывать медиану и в скобочках интерквартильный размах. Вот это, если немножко сокращаться от 5 точек до 3, вот это наиболее хорошо представит читателю выборку, с которой вы имели дело, или результат, который вы получили. По-моему, вот наиболее сейчас такая прагматично оправданная точка зрения. Z-score – это, согласно формуле, мы рассматриваем наблюдение, разницу его со средним и отнесенное к стандартному отклонению в этой группе. То есть получается, что у нас
число стандартных отклонений, которое лежит между нашим наблюдением и средним по группе. Вот это данное конкретное значение z для данного конкретного значения наблюдения. Ну да, положительные и отрицательные ничего не меняют. Может наша величина превосходить среднее, а может быть ниже среднего. Собственно, стандартное отклонение, которое уже введено на предыдущем слайде, оно только здесь у нас появляется в явном виде. А вот так для большого числа наблюдений мы определяем стандартное отклонение. Можно ли как-то по-другому оценить меру разброса между средним значением по всей вашей выборке и индивидуальными появляющимися наблюдениями? Да, можно, конечно, можно, не обязательно вот здесь возводить в квадрат, да, делить. Какая-то комбинация математических функций, простых арифметических операций тоже будет говорить вам о том, насколько в вашей выборке среднее отличалось от индивидуальных значений. Но вот в силу очень многих, и в том числе математических, статистических причин, вот конкретно эта формула, конкретно такое определение стандартного отклонения и является наиболее плодотворным, потому что дальше оно появляется в некоторых других формулах. Опять же, если вы хотите оценить разброс, дать понять читателю в своей статье разброс своих данных, еще раз, дайте просто медиану в скобочках вторую, первую, третью квартиле. Возможно, это будет самым репрезентативным способом донести до читателя, что у вас получилось. Но стандартное отклонение, как математическая вещь, она позволяет тоже, естественно, оно для того и сделано, оценить то же самое, широту разброса вашего распределения. И можно представить среднее плюс-минус стандартное отклонение. Вот вполне тоже легитимно. Естественно, различия есть. Дальше, конечно, будет об этом много. Коэффициент вариации, ну, это просто доля в процент от среднего, то как стандартное отклонение от среднего. Variance, ну, стандартное отклонение в квадрате является дисперсией s квадрат. Не знаю, насколько часто в реальной практике вы с этим встречаетесь. Наверное, нет, но как математически, конечно, очень подробно разработанная концепция, и во многих формулах входит именно s квадрат, так что как понятие это для нас полезно. Но не обязательно это полезно в ежедневной практике и в представлении ваших результатов. Вот так, если мы говорим о том, как надо представлять результаты, то, естественно, графическое представление результатов является самым важным для вашей публикации. Я полагаю так. Никакие таблицы, числа медиана плюс-минус или там среднее плюс-минус отклонение никогда не заменят в восприятии графиков. Диаграмм, графиков, диаграмм рассеяния, других зависимостей. И вот здесь для себя я выбираю вот тот способ, который представлен вторым в верхнем ряду. Все индивидуальные точки, чтобы читателю было понятно, насколько хорошо я, в принципе, может быть, там владею методом и насколько велика биологическая гетерогенность. Для этого мы стараемся во всех последних наших результатах указывать именно разбросы, все точки. Ну, может быть, это несколько наивно. Смотрите, может быть, у кого-то создается впечатление, что рисунок становится перегруженным, но вот на таких масштабах, как там несколько десятков наблюдений, вполне можно это сделать. Дальше среднее плюс-минус стандартное отклонение или медиана плюс-минус первая, третья квартиль, то есть столбик и усы вверх и вниз и к нему. Самый первый вариант, ну скажем, среднее плюс-минус стандартное отклонение, это самый первый рисунок, тоже имеет место, тоже достаточно репрезентативен. Имейте в виду, что
Для больших наборов, для больших выборок, наверное, это единственно приемлемый способ, чтобы не перегружать рисунок, не наносить какие-то другие точки. Единственное, что вам нужно будет выбрать, это что вы наносите среднее с отклонением или медиану с квартильным размахом. Вот висящие столбики, третий рисунок, это как раз способ такой без усов, он более, некоторые считают его более доходчивым, более репрезентативным. Это средняя или медиана и максимальное минимальное значение. Ну вот смотрите сами, здесь видно, где лежат значения, по тому, насколько серединка близка к верхнему или к нижнему краю. То есть, в принципе, вот, например, первый столбик от последнего висячего столбика отличается именно распределением. Это тоже видно. Но кто-то видит в этом плюсы, кто-то минусы. Я считаю, что это очень, вполне легитимный, репрезентативный способ отражения ваших результатов в статье. Последние вот эти скрипки, которые на последнем графике в верхнем ряду, собственно, в этом столбике, кроме серединки, где можно отметить отдельно медиану, нижнюю и верхнюю квартили, можно еще и толщиной этого столбика отразить, как много данных лежит в этом диапазоне. Опять же, по-моему, это уже избыточно, но для каких-то исследований, когда ваше желание показать, что в разных группах экспериментальных животных распределение точек было разное, то, наверное, вот такой, последние два варианта графика, это то, что вам подходит. В нижнем ряду еще два варианта, в принципе, не так часто встречающихся, наверное, в экспериментальных статьях, но имейте в виду, хорошо построенная корреляционная или какая-то регрессионная иная другая зависимость содержит, собственно, все точки. Вот для корреляционных графиков это просто обязательно. Мы должны показать все точки, чтобы у читателя было четкое представление, насколько на наши результаты повлияли выбросы, максимальные и минимальные значения, насколько середина лежит согласно, отвечает нашим корреляционным зависимостям полученным. Это важно. Для конкретно этого типа графиков важно показывать все точки. Здесь прямая и 95% интервал пунктиром, где эта прямая может находиться. Ну, с 95% вероятностью, 95%. Последний график – это анализ выживаемости, это тоже отдельный специальный случай. Здесь можно не ставить индивидуальных точек, хотя в последнее время я все чаще встречаю, что и здесь тоже экспериментаторы ставят индивидуальные точки. Ну вот все вместе, то, что называется кризис невоспроизводимости, когда одни исследования не могут воспроизвести другие, вот это ведет к тому, что графики в престижных журналах все более и более подробные. Поэтому мы наносим все экспериментальные точки, все результаты на график, поэтому перегружаем информацией, как то 5 точек, например, тех, вот, про которые мы говорили, минимум, максимум, медиана, интерквартильный размах и еще и все точки. Но это зависит очень часто просто от журналов, которые вы посылаете. Имейте в виду, что просто сейчас это не редкость. Ну, наверное, сейчас мы можем сделать небольшой перерыв, просто пройтись. 12:10. Ну, на самом деле, при том, что мы уже с вами проговорили и с такой эмоциональной задорностью употребляли слова параметрическое и непараметрическое распределение, все-таки статистика, она сделана во многом на основании распределений параметрических, на основании нормального распределения. Почему так? Но это исторически сложилось. Кроме того, есть очень важная
обстоятельство о природе, о внешнем мире, которое отражено в форме вот этого нормального распределения. Если у вас есть некоторая четко фиксированная величина, но вы ее много раз пытаетесь измерить разными способами, то множество физических факторов реального мира отклоняет ее в ту или иную сторону. И реально определяемая величина отличается от идеально присущей, да, там, скажем, характеристики объекта. Так вот, то, что вы измеряете, будет являться нормальным распределением. Вот эта хохма принадлежит Гауссу, это 200 лет назад. 100 лет назад примерно из нормального распределения родилось Т-распределение Стьюдента, которое очень похоже, но имеет дело с меньшими объемами выборок. И на основании двух этих распределений построено очень много и известно очень много статистических тестов, построено, проверено гипотез, ну и так далее. Это для нас является все-таки базовой вещью в понимании того, как мы работаем, сравниваем результаты двух экспериментов, двух групп и так далее. Опять же, не обязательно наши результаты нормальные. Об этом уже очень скоро будет и в моей презентации. Но представление для себя и, главное, откуда проистекает нормальное распределение, каждый должен иметь. То есть большое число случайных факторов внешнего мира искажают реальную картину так, что мы в результате измерений видим не одно число, какое-нибудь, да, там, кортизол в крови конкретного человека, а видим распределение. И распределение это имеет форму нормального. Это распределение еще называется колоколообразным. Очень часто можно встретить такую формулировку. Это одно и то же, это синоним. Среднее μ греческими буквами некоторые авторы разграничивают. Для нас это может быть и не так важно. Греческие буквы это характеризуют популяцию в целом. Латинские буквы характеризуют нашу выборку. Эта система обозначения, она ничего не значит. Просто удобно и заранее договориться. Позволяет договориться о том, что мы имеем в виду. Соответственно, сигма и μ – вот эти две характеристики. Стандартное отклонение и среднее для нормального распределения. Частный случай, с которым очень много встречается работ, ну, для которого многие теории разработаны, и которые просто удобно понять, с чем же мы имеем дело, при среднем равном нулю и стандартном отклонении равном единице. Вот так выглядит стандартное нормальное распределение. На картинке как раз это и представляет. 40, то есть если всего площадь под кривой единичка, то высота в точке 0 будет равна 0,4. Вот такой горбик покатый. Это стандартное нормальное распределение. Ну и, конечно, сразу видно, что мы можем сказать про наши результаты, которые распределены нормально, со средним 0 и стандартным отклонением единица. Плюс-минус одно стандартное отклонение от среднего вмещает в себя 68% всех полученных данных. Плюс-минус 2 стандартных отклонения 95, плюс-минус 3 99,7% данных. Ну, то есть практически все распределение лежит в 3 сигмах от среднего. Вот это простой факт, который всегда можно использовать в любых рассуждениях ваших о внешнем мире. Естественно, что стандарты науки накладывают определенное значение, что же выброс, а что же на самом деле. В некоторых областях физики, например, выбросом считается то, что больше меньше плюс-минус 6 сигма. Для биоинформатиков, которые сравнивают десятки тысяч генов двух индивидуумов, у них тоже свое представление о том, как должен распределяться тот или иной вариант гена и так далее.
То есть, но для нас, для большинства, для бытового представления, конечно, надо сказать отчетливо, плюс-минус 3 сигма от среднего лежит почти все распределение. 0,3%, то есть 3 случая из 1000 нормально распределенных будут лежать вовне. Ну, мы этим и можем, видимо, пренебрегать просто в силу уже больших чисел на среднее и на стандартное отклонение. Это не повлияет, если постоянно возвращаемся к вопросу о выбросах в нашем собственном исследовании. Здесь есть две фундаментальных интерпретации, которые тоже полезны, наверное, для, ну, в принципе, для понимания своей работы, работы других людей, результатов чьих-то полученных. Вот в данном случае заштрихованная область, закрашенная, она представляет собой долю, пропорцию от всей популяции со значениями, которые не больше, чем среднее минус 1 стандартное отклонение. Вот там, да, лежит именно столько случаев. Доля популяция, пропорция от популяции. А вторая интерпретация – это вероятность того, что случайная величина, выбранная из нашей выборки, взятая нами из этой выборки, будет лежать в этой заштрихованной области. Среднее минус 1 стандартное отклонение. Вот эта двойная интерпретация, она вот, собственно, присуща. И каждый раз, когда вы смотрите, вы можете с одинаковой точностью интерпретировать и так, и так. Ну, наверное, это, в общем, понятно. А вот то, что мне бы хотелось, конечно, представить из своей личной практики, к вопросу о том, что же такое нормальное распределение и как часто мы его встречаем в своей реальной практике. Да, увы, не очень часто. И видно, что даже такая вот характеристика на нескольких сотнях человек, просто нормально распределенное число белых клеток крови, ну, оно только с некоторым приближением может считаться нормальным. Естественно, что вот здесь масса случайных, неконтролируемых экспериментатором факторов приводит к тому, что распределение отклоняется от нормального. И здесь видно, что, ну и, кстати, что больше всего, что лучше всего представит полученные мной вот здесь результаты. Минимум перцентиль медиана, может быть среднее стандартное отклонение. Что здесь лучше скажет о том, что получилось 6,7 плюс-минус 1,6 или медиана 6,6 в скобках, перцентили 5,5-7,7. Ну, здесь на самом деле решает каждый, возможно, кому-то по нраву первое, но опять же мы видим с вами глазами это распределение. Оно, наверное, ненормальное. Наверное, представить среднее плюс-минус стандартное отклонение будет неким лукавством. Хотя, если это вполне понятно вашим читателям, то это допустимо. И в этом случае, конечно, медиана и перцентили, наверное, просто более репрезентативно дают понимание того, что у нас получилось. Распределение ненормальное, и 50% случаев в диапазоне от 5,5 до 7,7. Одно из самых простых и то, с чего стоит начать нам, наверное, собственно, статистические процедуры, это поиск коэффициента корреляции и построение корреляции. Еще раз, это, видимо, сложная тема. Это действительно сложная тема. Корреляция – это не причинно-следственной связи. Нельзя так брать и полученные вами в эксперименте корреляции считать наличием закономерной связи одного проистекающего из другого. Тем более, что вот эти двое, x и y, можно поменять. И y здесь также зависит от x, как x от y. При этом математика, вот которая перед вами, как видите, никакой причинно-следственной связи не предполагает. И нам с вами не стоило бы так делать. Таким образом, коэффициент корреляции пирсоновский просто попарное произведение расстояний между точкой и средним по группе, деленное на стандартное отклонение. И факт скорее
абсолютно математический. Никакой здесь энигмы, никакой подоплеки физического мира, а причинно-следственной связи здесь нет. И нам с вами надо об этом забыть. Очень часто это постоянная ошибка. Корреляция предполагается каким-то молодым, скажем, сотрудникам как индикатор того, что есть зависимость. Да нет. Как раз вот то, что я вам показывал про нормальное распределение, полным-полно случаев, когда случайность просто определяет то, что появилась такая корреляция. Корреляция – самый слабый метод, если можно его так назвать, статистического анализа результатов. Она вряд ли удовлетворит как единственный метод статистического анализа. Никакой журнал, никакая статья не может этим ограничиться, на мой взгляд. Отражение факта, что математические точки по x и y, вот они лежат близко к какой-то прямой, это конечно. И в этом смысле коэффициент корреляции и корреляция вообще для меня и для некоторых других является просто частью разведывательного анализа данных. Мы смотрим на то, как наши данные легли на графике, видим корреляцию, и уже от этого начинаем думать дальнейшая стратегия обсчета и представления результатов. Вот так это очень часто делается. То есть, если вы начнете с того, что результаты своего эксперимента нанесете вот на такие графики и посмотрите корреляции по, скажем, Пирсону, дальше будет чуть посложнее, вот это очень правильно. Начать эксперимент с того, чтобы начать обработку результатов эксперимента с того, чтобы посмотреть, как у вас легли данные, вдоль кривой или вдоль прямой они распределились, это очень правильно, на мой взгляд. И опять же, не исключает того, что вы, конечно, это подаете в журнал, как какой-то результат свой, подаете свою интерпретацию, почему так получилось, и на основании этого строите свой дальнейший анализ разведывательный, когда вы поняли, что вот, например, зависимость это проистекает из того, что данные принадлежат, там, скажем, двум кластерам, или то, что для какого-то диапазона значений недопустимо применять какой-то метод или еще что-то. Любое очень сложное число выводов может быть основано на вашей корреляции. Но сама корреляция сама по себе, я имею в виду продолжение исследований, которые вы сделали, продолжение работы с данными, которые вы сделали, может быть самым серьезным. Но сама по себе корреляция, она как раз не очень говорит о причинно-следственных связях, о каких-то зависимостях и так далее. Я много этому уделяю времени несознательно, потому что в том числе заслуженные старослужащие делают в этом большие ошибки, уж не говоря о молодых аспирантах. Это вопрос не стоит делать, и следующее поколение уже ваших аспирантов, в принципе, будет от этой слабости избавлено. Мне кажется, вот это очень правильно. Соответственно, то, что является насколько отличен от нуля коэффициент корреляции Пирсона, да? Это мы всегда можем сделать то, что называется какой-то тест значимости, определить P005 и так далее. Это тоже простое отражение математической реальности, это тоже не отражение какой-то причинно-следственной связи. И если мы возводим коэффициент r в квадрат, коэффициент корреляции в квадрат, мы получаем коэффициент детерминации, который, в принципе, многое говорит нам о полученной нами зависимости. Дальше мы об этом будем более подробно говорить. Тем не менее, для порядковых шкал это неприменимо. То, что мы сейчас говорили про коэффициент корреляции Пирсона, и разработан на основе рангов для порядковых шкал коэффициент Спирмана, который тоже вот является отражением некоторой математической реальности, но при этом не причинно-следственной связи в физическом мире. И вот такая формула у этого коэффициента Спирмана. Называется это ρ, но в принципе обозначается r за неимением греческого шрифта на компьютере, то есть никаких проблем. То же самое для коэффициента детерминации мы используем r квадрат. И r квадрат нам как раз довольно много говорит о том, насколько наши данные
как выводы можем сделать из наших данных на основании этого коэффициента. Более сложная зависимость уже не корреляция, а регрессия. Когда мы знаем, что y каким-то образом математически зависит от x, и делаем предсказания на основе наших значений x, какой же у нас будет y. В этом смысле для регрессионного анализа характерен термин предиктор. Это в данном случае x, вот здесь на формулах, на формуле, на слайде. И в случае линейной регрессии зависимость просто вот как a плюс bx. А – это число, а b – коэффициенты при соответствующем x. Ошибка нашего предсказания, вот здесь это впрямую отражено, это отражение остаточной суммы квадратов, вот так это определяется. Естественно, что чем оно меньше, тем наше предсказание лучше. В любой статистической программе, мы с вами об этом не говорили, но большинство статистических, конечно, обсчетов в наше время происходит в статистических программах. Это то, с чем мы имеем дело, это называется статистика for Windows. То, на чем мы вам предложим провести свои тесты, скажем, на зачете, то одна из распространенных программ. Вам, как правило, не придется руками никакое из этих действий, вот сегодня нами озвученных, от расчета средних до медиан и прочих очень сложных зависимостей, проводить руками. Конечно, это все делает программа. Но то, на что стоит обратить внимание. В случае корреляции r и r квадрат, в случае любого регрессионного анализа, вот это сумма квадратов остаточная. Вот тоже случай из реальной жизни, который я хотел бы в подкрепление. Собственно, что же является корреляция, если мы хотим что-то узнать об окружающем мире. И здесь, как видите, кому как, конечно, но мне кажется, что коэффициент корреляции не очень. Даже такие две глубинно взаимосвязанные вещи из других исследований известно, как связаны концентрация гемоглобина и число красных кровяных клеток. И вот в этом случае коэффициент корреляции, это можно считать практически идеальной биологической закономерностью, на мой взгляд, полностью подтвержденным принципом, что вот гемоглобин, эритроциты одно для другого и второе для первого. И коэффициент корреляции в этом случае составляет всего 0,73. То есть, на мой взгляд, это совершенно мало. И если мы в таких случаях даже получаем не очень вразумительный коэффициент корреляции, это просто на реальном материале, то что мы можем ожидать от более сложных ситуаций, про которых мы ничего не знаем? Вот это к вопросу о доверии, о силе коэффициента корреляции. Наверное, это тоже каждому из нас следует иметь в виду. Но при этом драматическую роль играет число наблюдений. Здесь их десятки. Если в вашем случае наблюдений меньше, а такое тоже очень часто встречается, то коэффициент корреляции, достоверно отличающийся от нуля, получить еще проще. Но при этом, что он будет говорить вам и окружающим, вот это каждый раз индивидуально нужно смотреть и интерпретировать. По-моему, он говорит не очень многое. Вот график остатков и распределение этих остатков по величине. Здесь как раз отражение, что называется, реальности. Ничего из этого не только не идеально, да, но и не соответствует тому, что, может быть, нам бы хотелось, что мы видим, что мы подразумеваем под прямой линией, под прямой зависимостью, под линейной зависимостью. Здесь очень много отклонений даже в таком простом случае. Опять же, если вы решили в вашем конкретном эксперименте все-таки пойти вглубь корреляции, обязательно постройте вот этот график остатков
И вот такое их распределение с целью промоделировать его нормальность. Конечно, если у нас приближение мы сделали правильно, наш предиктор правильно объясняет нашу объясняемую величину, то в случае графика остатков все точки от начала и до конца будут очень близки к нулю, не будет никаких выбросов. А на вот правом графике огибающая красная – это нормальное распределение. То есть наши точки будут распределены нормально. И это тоже не всегда выполняется. Это повод посмотреть цену вашей корреляции, заглянуть вот на эти два графика. Даже то, что там получено на большом, еще раз повторю, большое число наблюдений, это не всегда качественные данные, но тем не менее на большом числе распределений вы получили какую-то корреляционную зависимость, сразу заглядывайте в график вот этот остатков и в их распределение, насколько оно нормально. И понимаете цену того, что вами было получено. Это такие первые шаги, может быть, отчасти для себя я это воспринимаю как раз как разведывательный анализ данных. Понять на самом деле, как же там все устроено. И это устроено, в общем-то, непросто. Никогда, за исключением примитивных случаев, хотя куда уж примитивнее вот этот гемоглобин, эритроцит, и даже здесь есть подводные камни. Есть точки и остатки, гораздо больше остатков отрицательных по величине, по модулю, чем положительных, и распределение ненормальное. Анемичная популяция. Что-то такое. Хотя вот все это норма, клиническая норма. Вот теперь что мы можем увидеть на графиках остатков. Корреляция – это действительно очень просто сделать. Под ними очень простая математика, которая делается и, скажем, силами интернет-сообщества, и специальными программами, покупными за большие деньги. И вы при желании и при наличии калькулятора тоже сами это можете сделать. В любом эксперименте получается набор иксов и набор соответствующих им игреков, и поэтому ничего проще, чем построить корреляцию, нет. Я не хочу вас как раз разочаровать в том, что не надо это делать. Надо просто каждый раз себя потом интерпретировать, насколько глубоко то, что вы получили, отражает как бы реальность об этом мире. Вот мы построили графики, и каждый раз построили графики остатков. И здесь будет 8 вариантов того, что мы там могли увидеть. Первый вариант под литерой А – это как раз очень правильный случай, когда наши остатки легли ровненько и в плюсы, и в минусы вокруг горизонтальной прямой 0, которая 0. Но, конечно, это встречается не так часто. Во втором случае мы видим, что остатки сначала близки, литера Б, сначала близкие нулевой горизонтальной линии, потом начинают расходиться. Это что-то не так в наших измерениях. Возможно, это неправильно выбранный вес, статистический вес при последующих расчетах. Но это простая ошибка, когда случайно закралось число и большим значением придан непропорционально большой вес в математических рассуждениях. Конечно, в реальности это может быть сложнее. Те случаи, которые однозначно требуют дополнительной интерпретации, это, например, случай С, когда совершенно точно видно, хотя и корреляция, регрессионная модель сошлась, и P005, вот то, что, возможно, является пределом желаний для утомленного экспериментатора, на самом деле никакой корреляции здесь нет. График С. И мы это видим просто по распределению остатков. Хотя суммарно, естественно, да, плюсы и минусы уравновешивают друг друга, да, то есть сколько-то точек выше, сколько-то ниже, но характер распределения сначала выше кривой, потом ниже прямой нулевой, сначала выше, потом ниже, однозначно говорит о том, что модель выстроена неправильно, что здесь нет никакой корреляционной зависимости, не говоря уже о причинно-следственной. Опять же, P005 вполне могло получиться.
Случай D – это случай на совести экспериментатора всегда. Это плохой подбор, плохой экспериментальный дизайн, когда вдруг оказалось, что у нас точки есть в начале диапазона принимаемых переменных значений и в конце этого диапазона, например. Да? То есть это два облака. Ну, здесь в частном случае всего две точки в первом облаке. Но вообще, да, это очень часто бывает. Это два облака вместо того, чтобы быть случаем А идеально распределенным по всей длине. И это плохой экспериментальный дизайн. Скорее всего, нужно будет переделать. Звучит очень злобно для людей, у которых нет времени. Но что-то с этим надо будет делать обязательно. И еще 4 случая, которые, в принципе, встречаются. Здесь авторы рекомендаций говорят о том, что ошибка чисто математическая. Здесь вот на графике Е просто какие-то значения были округлены вместо того, чтобы оставить их десятичные и тысячные. И от этого получаются вот такие характерные кривулинки. Как бы внутри каждого ряда есть прямая зависимость, и все они под примерно одним углом лежат на нашей кривой, на нашей прямой нулевой вот этих остатков. Ну, виден, да, в принципе, этот паттерн. Его довольно сложно разглядеть, если бы здесь не было такого фонового оттенения голубоватого. Его, может быть, не очень просто разглядеть. Но когда оно уже найдено, на это нельзя не обращать внимания. Следующий – это тоже на самом деле не корреляция. Более усложненный случай того, что мы видели на предыдущем слайде, когда некая форма, ну, скажем, гармонический график синусоида, лежит на нашей прямой остатков равных нулю. То вверх, то вниз, то вверх, то вниз, по какому-то своему закону. И, естественно, это означает, что у нас корреляции нет, что зависимость гораздо более сложная, то есть нет линейной корреляции, нет линейной зависимости, и надо попытаться искать. Случай же очень показательный. Это, видимо, то, что любой человек по графику остатков способен и может найти. И обязательно именно поэтому, хотя бы поэтому, графики остатков надо строить и смотреть. Выпавшая точка, которая, вот как мы уже слышали, вполне может определить значение коэффициента корреляции и ошибки и прочие, и какие-то наши другие выводы определить, при этом являться всего лишь единственным исключением. Опять же, когда там 700% это одно, но в реальности это бывает 2 десятка точек, и одна точка вполне способна испортить всю погоду. Ну и последний случай говорит о том, ну, конечно, наложение нескольких предыдущих вариантов, зависимость не прямая, а такая какая-то изогнутая. Есть и в начале, и в конце больше точек выше кривой, в середине точки ниже прямой, есть выбросы отдельные и так далее. Вот эта картина, которая более представляет то, что мы в реальности получаем, как мне кажется. Каждый конкретный случай требует своей интерпретации и, видимо, является суммацией какой-то такой интеграции всех озвученных нами сегодня каких-то упрощений или округлений там, или ошибок наших личных. Вот для чего надо строить, собственно, сам график x от y. Там это были графики остатков, да, которые мы обязательно смотрим после того, как построили корреляцию или регрессию. Это графики, собственно, x, y, зависимости, которую мы хотим объяснить. Когда мы сделали несколько таких экспериментов, построили зависимость x, y, ну, здесь это такой очень, может быть, близкий кому-то пример, зависимость активности фермента от концентрации субстрата. Да, x от y. Такой ферментативный катализ, очень частный случай, математическая обработка результатов. И то, что мы ожидаем вот в целом, да, по нашей области, это примерно верхняя картинка. Когда нет какого-то паттерна где-то больше, где-то меньше, нет какого-то характерного распределения,
Когда при переходе ко второму графику видно, что есть какое-то несовершенство. Мы ставим при нескольких концентрациях субстрата активность, определяем активность фермента, и каждый раз для каждого значения концентрации субстрата характерна какая-то своя точка, отклоняющаяся от линейной зависимости. Вот это, соответственно, тоже не график регрессионной зависимости. Здесь надо думать о более сложной функции. Конечно, в своих предварительных результатах и в, там, скажем, разведывательном анализе данных, вот так скажем, вы это используете, но думать нужно в сторону более глубокой, более детального анализа того же, что на самом деле здесь изображено, что от чего зависит, какие есть, вот сегодня мы этого слова еще не употребляли, скрытые переменные. В корреляциях очень часто бывает, что мы видим, в корреляциях, в регрессионном анализе, мы видим какую-то зависимость x от y, но на самом деле это зависимость y и x от какого-то скрытого z. Скрытая переменная может определять вот такое поведение любое. В корреляции мы не исключаем, что в любом случае может быть какая-то скрытая переменная, которая определяет такую форму зависимости математическую. В математическом смысле никакой причинно-следственной. Последний график здесь это на совести, в руках экспериментатора, скорее всего, это ошибка, когда группа наблюдений, но здесь всего из 3 точек, но может быть из любого числа, конечно, распадается на несколько групп, и видно, что здесь, ну, скажем, настоящая концентрация X отличалась между экспериментами. Одно из объяснений. Да, то есть поэтому мы обязательно смотрим на, собственно, графики зависимости x от y, на графики остатков и на то, как нормально ли распределяются эти графики. Ну, собственно, сами остатки. Вот то, что можно встретить в статьях, и это здесь очевидная неприкрытая попытка лукавства со стороны авторов, публикующих такие результаты. На первом верхнем графике видно, в общем, все и нормально. На втором графике сознательно, я считаю, это можно только так интерпретировать, искажены полученные результаты излишним нагромождением подписей и прочей ненужной информации. У вас, в вашем случае, старайтесь, естественно, для представления результатов в приличном месте, конечно, не загромождать, не усложнять картину. Вот это график остатков, и здесь не требуется ничего, кроме подписи по осям, если позволяет масштаб графика, прямой, которая равна нулю, да, горизонтальной линии, и точек, достаточно четко выделяющихся на фоне на этом графике. Все. Все остальное это уже перегрузка. И, скорее всего, свидетельствует о лукавстве. Например, если вы сами видите такое в статье, которая попала к вам на рецензию, то, конечно, надо подразумевать, что человек неспроста так перегрузил этот график. Здесь для меня не существует другого варианта рассуждения. Усложнение на случай многих переменных в случае линейной регрессии называется множественной линейной регрессией. Конечно, здесь все очень логично вытекает из того, что мы сказали для линейной регрессии. Все, что было сказано, справедливо и для множественной, но просто здесь мы зависимость нашей объясняемой переменной строим на основании не одного предиктора, не одной переменной предиктора, а нескольких, даже многих. Здесь это обозначено классически y и x. И коэффициенты для каждого, естественно, нужно определить. То же самое найти сумму квадратов остатков. И тоже для нашего случая она желательно, для случая множественной регрессии, она тоже должна быть минимальна.
Логистическая регрессия очень важная отдельная глава в истории регрессии как таковой. У нас, в принципе-то, нет оснований предполагать, вдруг с того, с чего бы то ни было, да, что одна переменная определяет линейную зависимость, что от x y зависит линейно. Почему линейно? Линейно это для, как-то простая просто форма. Конечно, мы должны думать о том, что более сложные зависимости на самом деле есть. Это всегда. Но вот алогистическая регрессия, она какой-то один частный случай из этого всего выхватывает, но частный случай очень важный. Когда у нас в переменной y есть всего две биноминальные переменные, когда есть всего два значения, там 0,1, да, например, то нам очень удобно вот в таком виде искать решение, вот в таком виде искать регрессию, зависимость нашего y от x. Это и будет логистическая регрессия. Здесь присутствует логарифм, и здесь, собственно, подчеркивается тот факт, что нам важно, чтобы наши переменные правильно объясняли всего лишь 0 и 1, всего два значения объясняемой переменной. Не нужно во всем спектре, во всем диапазоне искать точную форму этой кривой. Да? То есть прямая она, не прямая, да и не важно. Важно, чтобы на граничных условиях 0,1 в начале и в конце наши переменные хорошо объясняли, наши предикторы хорошо объясняли то, что получается, нашу объясняемую переменную. Для медицины, психиатрии, психологии очень часто это, конечно, болен, не болен. Очень естественно, да, хотя и очень частный случай, но, само собой, очень важный для практических целей. И тогда самое, что можно рекомендовать лучше и самое очевидное, это логистическая регрессия. Тоже, естественно, все это реализовано программным образом, где-то и в интернетах, неважно. То есть руками вот вам эти формулы трогать не надо. Вопрос в том, что сами формулы по себе достаточно простые, и вот это мы сейчас с вами подчеркиваем. И реализованы они в каких-то компьютерных программах, куда вы просто заносите исходные данные. Считать вот это никто никогда вас не попросит руками. Регрессия, линейная регрессия все-таки требует каких-то предположений, допущений о том, как же должны быть распределены данные исходные. Вот, к сожалению, здесь большие ограничения, не всегда они выполняются, и вот вы здесь для себя, конечно, можете оценить, вот посмотрев один раз на свои полученные зависимости, на графики остатков, да, на какие-то вот вокруг покрутили, и проверить для себя по пунктам, чему же это удовлетворяет, чему не удовлетворяет. Вот, приемлемость данных. Переменная, которую мы хотели объяснить, наш исход, наша объясняемая переменная, должна быть измерена в широком диапазоне. Когда у нас есть только очень узкий диапазон x, при том, что сам x может принимать очень большой диапазон значений, и значения y получились в очень узком диапазоне, хотя сам y может принимать очень большой диапазон значений, это вопрос. Скорее всего, в данном случае нам не стоит делать регрессионный корреляционный анализ. Ну, регрессионный. Предиктор должен быть в данном случае достаточно распределенной величиной. То же самое и к объясняемой переменной. Ну, по крайней мере, надо к этому стремиться. Независимость. Вот по моей практике самое часто нарушаемое предположение при регрессии – независимость. Каждая величина в объясняемой переменной, она должна быть независимой. Это, в общем, в каком-то смысле, наверное, понятно, но зачастую математически это вот не проверяется в достаточной степени.
исследователями. Только для независимых переменных построен этот способ математического статистического анализа. И здесь приведены на слайде некоторые объяснения, как такое могло получиться. Линейность – это когда между предиктором и объясняемой величиной должна быть линейная зависимость. Для того, чтобы именно это посмотреть, мы строим графики остатков и смотрим отклонения, возможно, этих остатков от прямой линии. То есть здесь вы как раз глазами. И очень многие из солидных учебников, из более опытных товарищей рекомендуют, конечно, построить и посмотреть глазами, насколько это действительно выполняющееся предположение. Все переменные, которые мы используем, должны иметь примерно нормальное распределение и не иметь экстремальных выбросов. Здесь тоже на вашей совести, что вы считаете выбросом. Мы уже говорили, какие есть варианты подсчетом. Возможно, для корреляции, для регрессионного анализа, как ни для какого другого, выбросы определяют, зачастую могут определять результат. Именно здесь повышенное внимание к способам нахождения и работы с этими выбросами. Ну, кстати говоря, если вы выбрасываете, такое, конечно, бывает, не забывайте в статьях, в которых вы пишете результаты, об этом написать тоже в главе «Статистические методы». Это будет достаточно честно, и это вполне приемлемо. То есть нашли какой-то диапазон значений, при этом вот это и это значения оказались выброшены, использовали вот такой-то критерий, вот такой-то тест, мы честно об этом говорим. По-моему, вот это самое правильное, что можно в нашем случае здесь сделать. Вот выбросы бывают, да, в каком-то смысле. Аппаратура экспериментальная, какие-то еще вещи. Бывает, появилось какое-то значение. Не повод каждый раз, когда появляется какое-то неожиданное значение у вас в результатах, считать его выбросом. Но уж если вы, тщательно взвесив за и против, считаете его выбросом, то приводите в статье этот факт и говорите метод, которым вы определяли, что это выброс, его удаляли из данных. Но в логистической регрессии то же самое. Очень часто нарушаемая эта независимость, такой критерий. Все, конечно, все наблюдения должны быть независимыми. И линейность. Те же самые фактически пункты, про которые мы говорили, но только с поправкой на то, что мы немножко здесь делаем математическое преобразование логарифма. Наверное, вот это даже чаще встречается. Мультиколлинеарность. Ну, тоже очень распространенная ошибка. Когда одна из объясняющих переменных предиктора является комбинацией каких-то других предикторов. Это совершенно так делать нельзя. То есть это подрывает, собственно, математические основы, которые, то, что вы получаете при комбинации, той или иной комбинации ваших предикторов, математической суммы, да, там какое-то умножение, это чисто математически делать нельзя, скажем так. Да, и вот по второму пункту нам надо проверять всегда, насколько кластеризованы получились данные, то есть насколько кластеризованы иксы с данными конкретными игреками. Это тоже, наверное, любой более-менее опытный человек в этой области, наверное, подскажет, что надо построить зависимости на графике, посмотреть глазами, насколько вы это нарушили предположение. При том, что вот мультиколлинеарность и линейность – это вы только из головы. Это только как вы переменные свои обозначили, как вы их ввели в модель.
как вы их забили в компьютер. Это только вы можете проверить. Скорее всего, больше это никак не увидеть. А вот такие вещи, как кластеризация какая-то данных, да, отклонение от прямой, это все видно глазами. Для этого надо строить график. И самое неприятное, конечно, когда это видит читатель вашего журнала, вашей статьи и говорит вам о том, что здесь были допущены ошибки при обработке результатов. То, что называется гомоскедастичностью, ну, редко и в наших стенах, и вообще, и в журналах по профилю это слово можно услышать или прочитать. Но говорит оно лишь только о том, что на всем диапазоне наблюдаемого нашей объясняемой величины отклонения от остатки, да, они должны быть примерно распределены примерно одинаково. Нельзя допускать того, и это сразу ставит под сомнение применение нами моделей линейной регрессии, да, там, скажем, вообще регрессионных моделей, если у нас в зависимости от значения объясняемой величины меняется ошибка ее определения. Это здесь может и ошибка экспериментатора быть, может ошибка математической обработки, может такова физическая реальность. Сказать невозможно, ну, как бы на первый взгляд сказать сложно, но то, что модель будет неприменима, это да. Сомневаюсь, что это будет в рутинной практике быть в арсенале методов, которые применяют аспиранты, но все-таки помнить об этом нужно. Особенно в больших массивах данных, особенно будучи рецензентом статей, где приведены большие массивы данных, я считаю, вам будет не грешно запросить у авторов именно такого рода графики. Насколько ошибка их модели зависит, собственно, от величины, предсказываемой величины, насколько ошибка определения этой величины. Возможно, здесь есть какая-то внутренняя очень сложная часть, которую авторы в статье не показывают. Есть еще так называемый критерий независимости и нормальности ошибок. Ну, про ошибки. Про это мы, наверное, уже поговорили. И тоже, опять в очередной раз мы видим, надо построить график остатков и глазами на него посмотреть. Вот к тому, что, оказывается, сама статистика в половину просто основана на том, чтобы распечатать ваши результаты или построить на экране и на них внимательно посмотреть. Это уже будет вам очень многое говорить о том, что делать дальше или о том, что сделано неправильно. Здесь, когда мы переходим к множественной линейной регрессии или к множественной логистической, когда много переменных включаем в анализ, у нас всегда вопрос, а сколько же должно этих переменных быть. И, в принципе, наверное, я не открою вам глаза, чем больше переменных мы включаем в модель, тем, вуаля, лучше наша модель. Но это чисто математический факт, математическая зависимость. Чтобы мы не включали, мы будем понемножку, чуть-чуть улучшать нашу модель, но делать это нужно только до определенного предела. Число объясняющих переменных в вашей модели должно как-то быть разумным. Нельзя десятками вставлять. Ну и есть чисто практический критерий. Это я очень встречаюсь с этим часто в очень сложных моделях, например, в психологии, когда просто невозможно подобрать какое-то математическое объяснение ситуации. Есть вот такой простой эмпирический критерий, грубый достаточно, что размер образца, то есть размер выборки должен быть в 10 раз больше, чем число объясняющих переменных. Вот для 20 наблюдений нельзя брать более 2 объясняющих переменных. Это такое эмпирическое правило. Опять же, если вы видите, что какая-то статья изобилует вот этими объясняющими переменными на очень скромном объеме выборки, у вас есть право, наверное, усомниться
в качественности полученных результатов. Вот для всех корреляционных моделей есть такое понятие, как R квадрат, ну, мы его уже вводили раньше, и оно, самая частая интерпретация, очень полезная для нас, для восприятия данных, то, что R квадрат – это процент вариабельности объясняемой переменной, которую объясняет наша модель. То есть, если R квадрат у нас получился 0,5, то 50% вариабельности y объясняет наш x в нашей модели, в нашей регрессии. Остальные 50% не объяснены. Если вы помните зависимость, представленную несколько минут ранее, гемоглобин от эритроцитов, там R квадрат был 0,53. То есть концентрацию гемоглобина, 53% вариабельности концентрации гемоглобина объясняет число эритроцитов. Концентрация в данном случае. А остальные 47 – это необъясненное в данной модели обстоятельства. Зависит от чего-то другого, не от эритроцитов. Там, ну, пол, возраст, там, так далее, все, что вы найдете. Для каждой модели, естественно, это свое характеристическое число. Если вы получили R квадрат больше 0,5, то, наверное, это успех. Больше половины вариабельности своей объясняемой переменной вы объяснили своим набором объясняющих переменных предикторов. То есть, ну, наверное, это и с бытовой точки зрения звучит убедительно достаточно. Относится здесь R квадрат к любым типам простых, не усложненных, множественных регрессий. Дальше кратенько просто мы подытожим, как мы делаем, когда приступаем к множественной регрессии. Выясняем, кто у нас y, кто иксы. Несколько может быть, естественно. Создаем эту модель, это компьютер будет за нас делать. Также он нам скажет, насколько достоверно, да, отклонение, ну, насколько мы достоверно построили, насколько эта модель действительно статистически имеет место. Потом проверим уже на графике x, y, построим r квадрат, насколько хорошо у нас модель получилась, построим графики остатков. Здесь еще и гистограмма и способ рандомизации каким-то образом нужно будет проверять. Не знаю, насколько это важно. Мне кажется, что вот то, как я делаю, график остатков и их гистограмма стандартизованных остатков, вот это то, что надо будет построить. Ну, выбираем, соответственно, если нас все удовлетворило, мы выбираем эту модель, даем, какой же у нас разброс для коэффициента наклона. Ну, это на графике в виде пунктирной линии стоит нанести, наверное, в тексте. Это плюс-минус там будет какой-то коэффициент. Ну и делаем, собственно, наша модель состоялась, создаем, пишем интервалы, в которых она работает. Диапазон. Для логистической регрессии есть очень важно то, что мы после проведения логистической регрессии должны проверить. У нас всегда есть коэффициенты в этой модели альфа и бета, которые при вероятности 50%, ну, у нас, вы помните, в логистической регрессии дихотомическая переменная 0,1, да? При 50% для данного x 50% вероятность предсказать 0 или единицу при x равном альфа делить на бета. То есть у вас модель выдала эти коэффициенты, и вы обязательно найдите этот x, который посерединке, который выше него, все значения по x выше него, там, скажем, будут говорить об одном, о нуле, там, об единичке, и о противоположном будут говорить остальные значения x.
Здесь, наверное, сложновато. Я уже для себя чувствую, что сложновато, но когда мы будем сидеть за компьютером, за монитором, и там будет логистическая регрессия, я думаю, что все-таки это несложно будет для себя понять, для каждого и понять, объяснить. Ну да, и, соответственно, в этой точке коэффициент равноклона равен бета поделить на 4. То есть насколько шанс при увеличении x на единицу, насколько вот в точке посередине, которая альфа делить на бета, вот насколько шанс при увеличении или при уменьшении x на 1 перейти к значениям y, соответственно, 1 или 0. Ну, может быть, действительно, это сложновато звучит и не очень подробно написано. Это издержки, некоторые упрощения. И главное, что когда мы работаем уже с компьютерной программой, таких проблем у нас не существует.